Это Драка, боец, управляющий временем. Совершенно новая система рангов. Второй боец из средневековой тройки. Мята гиперзарядов, изменения в гаджетах и многое другое. Что вы можете сделать, чтобы отпраздновать нового бойца? Вы знаете того, кто может управлять временем? Как насчет того? Чтобы вернуться в прошлое? О нет, только не это снова. Я ж говорил тебе, Марцио, тебе нельзя доверять эту вещь. Эй, это твоя вина, что дал машину времени ребенку? И добро пожаловать в Brawl Talk. Первый новый боец для следующего обновления называется Финкс. Вы знаете, как гениальное имя Сфинкс? Финкс – владелец комнаты побега в Стар-парке. О, и он также может и небрежно управлять временем. Ему нравится делать опыт комнаты побега интересным для посетителей. И в игре он действует так же. Давай, Мартю, верни нас обратно. Да, ну, я хочу заниматься крутыми взрослыми делами, как брать ипотеку и платить налоги. Ладно, я все равно хочу узнать больше о Финксе. Основная атака Финкса называется Хронокаст. И он выпускает 3 снаряда вперед. При этом внешние 2 наносят меньше урона, чем первый. Это позволяет ему контролировать немного большую область, так как у него больше шансов попасть. Его супер временное искажение искажает время, замедляя вражеские снаряды. И ускоряет для команды. Вы забыли про меня. Пора вернуться к Финксу. С этим гаджетом Финкс возвращается назад во времени, возвращаясь в позицию, в которой он был 3 секунды назад, и восстанавливая максимальный запас боеприпасов, который у него был в течение этих 3 секунд. С его звездной силой, иероглифом «Остановка», Финкс снижает скорость перезарядки любых вражеских бойцов, пораженных его основной атакой, на несколько секунд. С его другой звездной силой, Праймер, урон, нанесенный Финксом союзниками под влиянием Супер Финкса, увеличит его продолжительность. Следующая часть обновления является частью трио средневекового особняка. Крутая метал-барабанщица по имени Луми. Она управляет силами огня и льда, что отражает обе стороны ее личности. И мы почти уверены, что Рейка в нее влюблена. Но не говорите ему, что мы вам сказали. Луми владеет 2 утренними звездами, бросая в них нанести урон. Как только она бросит их обе, она вернет их обратно, снова нанося урон, если враги попадут под удар. Попавшие на их пути... Суперудар Луми выпускает 3 мощных удара, которые наносят урон по площади, причем третий удар фактически укореняет врагов. С помощью гаджета «Зажги свет» Луми поджигает утренние звезды на земле, создавая пламя, наносящее урон. С ее другим гаджетом Фримен, Фосбеттинг. Луми создает ледяные ветры вокруг любых утренних звезд. Ее первая звездная сила — перерыв поймает любых врагов. На пути путь утренней звезды — звериная нагрузка. С ее звездной силой 42% ожог, Супер Луми также подожжет области, пораженные ее ударами. Если поняли отсылки в названиях ее способностей, вы получаете золотую звезду. На самом деле, с этим обновлением у нас будет 12 гиперзарядов. Они выпустят 2 значка. Плейн Спин. Супер Каура теперь оставляет за собой пылающий след из камней, которые обжигают. Ищите землю, куда он не пошел, сжигая врагов, их касаются. Сахар для всех. Мэнди использует свою силу в разных направлениях. Самонаводящиеся рыбы. Рыбные торпеды Хэнк выпускает суперспособностью были улучшены для наведения на цель. Поймай медведя. Суперспособность Бо развертывает 5 мин вместо 3. Эти мины не заменяют уже установленные его суперспособностью. Защитите королеву. Эти суперснаряды разделяются на 2 на максимальной дистанции и при попадании увеличивая дальность и разброс способности больше. Оглушающая. Языком. Значительно увеличивает радиус удара суперспособности Мег. Мег также получит щит, когда активирует свою супермеха-машину. Суперпортеры, соберитесь. Мистер База мистера П теперь порождает более сильных портеров, и он может иметь 2 активных суперпортеров одновременно. Тканевая броня Читбастера 360 гигахват, а отраженные снаряды наносят больше урона. Хрустящий и липкий. Он бросает сладость, которая взрывается и наносит урон, распространяет ядовитое облако, а затем оставляет замедляющую область на несколько секунд для этого. Раздутое эго. Лола вызывает мега-раздутое эго с увеличенным здоровьем и уроном. Выросшая бомба взрывается. Выросший супер получает вторичный взрыв после первого в форме X. Этот взрыв также наносит урон, разрушает стены и отбрасывает врагов. Гиперкулак. Костяшки Сэма движутся быстрее и заряжают его супер, если они попадают в врага во время гиперзаряда. Рейтинговый режим умер и возрождается в 4-й раз. У него лучше награды, он более конкурентоспособный, и каждый месяц будет новый игровой режим. Вы сможете пожаловаться. Также каждый месяц будет 3 полностью прокачанных бойца, доступных для всех, так что вы можете протестировать бойцов перед их разблокировкой. В предстоящем сезоне у нас будут Джин и
Леон? Рейтинговый режим получает прогресс, похожий на пропуск про пропуск. Он также имеет бесплатный трек и большой трек. Чтобы продвигаться в про-пропуске, вы должны собирать опыт про-пропуска PPXP, XPP. PPXP. За победы в рейтинговых матчах, повышение ранга и просмотр трансляций киберспорта. Или активировав про-пропуск, который дает бонусный ежедневный PPXP. Что получу от нового пропуска? Для бесплатного трека вы получаете рейтинговые дропы, звездные дропы, гемы и редкий скин. Улучшить до легендарного гиперзарядный дроп и легендарные звездные дропы в качестве конечных наград. Что касается платного трека, то он включает 600 гемов, 5000 монет, косметику и больше улучшений для того, что мы называем скин. Про скин — это наш первый улучшаемый скин, и он доступен только через пропуск. Первый проскин, астральный культ, имеет следующие улучшения. Значок, изображение профиля и спрей, специальные эффекты атаки, 8 значков, специальные эффекты уничтожения, анимированная карта Бравлера, специальные эффекты появления и возрождения, ультра, астральный культ и, наконец, 2 разные хромы ультра-астрального культа. 10. Да, вы сможете выбрать, с каким уровнем улучшения скина вы хотите играть, так что если вы хотите бегать с скином 1 уровня, даже если вы разблокировали все, вы можете... Каждый рейтинговый сезон месяц, но пропас действует 4 месяца, связан с крупными киберспортивными событиями. Больше внимания новому рангу, и вы можете прочитать об этом в новостях игры. Первый сезон рейтинга Pro Pass начнется, когда обновление выйдет 25 февраля, так что отметьте это в своих календарях. 1 бой в день прогоняет плохих случайных игроков прочь. Открывайте Brawl Stars каждый день, и вы будете получать бесплатные вещи ежедневно. В основном это небольшие подарки, но иногда это действительно крутые вещи. Также, если вы сохраняете свою серию входов, это число увеличивается и загорается. Если вы пропустите день, вы можете начать заново или использовать гемы, чтобы продолжить серию. Но это никоим образом не влияет на ваши награды. Это только если вам действительно важно это большое число, так что заходите каждый день. Кто готов к мумиям в понедельник? Пытаюсь сделать мумии модными. В то же время на следующей неделе сезон Brawl Pass в марте должен был стать возвращением к пескам времени, но что-то пошло не так. Похоже, у нас будет сезон темных песков вместо этого. Скин Brawl Pass, но это мумия, Фрэнк. Кто бы мог подумать, что нежить с огнем на голове может быть такой милой? Скины Brawl Pass плюс этот угольный Фрэнк и папирусный Фрэнк. Некоторые из наших новых братьев получат скины в этом сезоне, например, королева Джуджу, которая будет использовать силу песков, чтобы уничтожить вас. И мистический Мипл знает все правила Сената, но не делится ими со мной. Ахау. У нас есть параоли, который делает кикфлип на своем саркофаге. Скоробейский ручей напоминает мне ту сцену из «Мумии», когда это существо забегает по ноге парня и в его голову... Это было так. Круто. И у нас есть Рупер Сифтавай, который мне нравится, потому что он похож на мою собаку. Поэтому он лучший скин, когда-либо созданный... Вахаха! Теперь все звездные капли будут моими в сезоне Супербойни. Дядя Дрю! Оставайся со мной, Дэнни. С большой силой приходит суд. С великой силой приходит великое разбирательство. Дядя Дрю. Это особенное, потому что все связано с созданием суперзвездных королей. У нас есть борец с преступностью Биби, разработанный командой Brawl Stars, готовый вершить правосудие как для друзей, так и для врагов. Ее 2 скина из боевого пропуска — Justice Smash и Virtue Finder Биби — определенно заставят вас придерживаться ее собственного бренда правосудия. У нас есть 4 героя, начиная с зрелищного Сэма, разработанного Финишер, который является лидером супербойцов. Firewing Janet от Warpwave готова броситься на преступников, чтобы спасти день. Эквилибриум Бастер от Вину и просто устал от Star Park, от этих бойцов и от того, что его постоянно втягивают в их жизни. Но он же Бастер, так что это не так уж и серьезно. Какая польза от героев без злодеев? Инсектор. Карл от Artamex. Это мост преступлений, происходящих в этом сезоне. По-видимому, он хочет осушить планету, чтобы превратить ее в гигантский камень. Протектор растет благодаря JY Jack. Это звезда бойцов, парк заслуживает, но не тот, который нам нужен сейчас. К нему присоединился его верный помощник, электроид Чак от Gedi Corp, который готов ударить током любого, кто вмешается в мастер-план инсектора. Эй, свинья мы. Я участвовал в мини-мероприятии Uno с новым скином Uno Chester и игровым режимом Uno. В этом игровом режиме вы можете играть в карты Uno, беря их или сбрасывая в сброс. Первая команда, у которой не останется карт, побеждает. Карты действий Uno вызывают специальные эффекты. Возьмите 2. Команда получает 2 энергетических куба.
Враги могут атаковать в течение следующих 3 секунд. Обратный ход. Перенесите карты врага обратно на базу. Вы можете блокировать летящие карты Уно врага своим телом. Больше скинов. Галера Бьер, а мы заметили, некоторые люди расстроены. Мэнди проиграла Пайпер на карнавале. Итак, Мэнди Карнавал возвращается на 2025 год. Поклонники Clash полюбят этот новый эксклюзивный скин от магазина Supercell PK. Двойные ночные самоцветы, короли, темный рыцарь, люми, юрские демоны, дьявольский эмбер, пляжный колокол, первый помощник, танк, корт, Какие-нибудь другие изменения. Трио Шоудаун теперь постоянно в игре. Гаджеты теперь не имеют заряда. Вместо этого у них есть перезарядка. Так что используйте их. Теперь вы можете добавлять бойцов в избранное. Они были вверху списка и рейтинга. И самое большое — изменение в игре. Мы изменили порядок быстрого чата. Ищите хэштег Brawl Talk в социальных сетях, чтобы получить шанс выиграть этот скин. Мы скоро вернемся. Миропорты. Следите за молодежными инструментами Brawl Stars. Предзаказ по ссылке в описании.